Здравствуйте! Мы начинаем рассказ о великой русской реке, но не на берегу, не у ручья, не даже в том месте, которое называется исток Волги, а в 2 километрах севернее. Почему? Потому что река как человек. Прежде чем появиться на белый свет, она уже живет, дышит, двигается, но спрятана от глаз в чреве матери земли. И только потом один из ручейков выбьется на поверхность. Мы там скажем: река родилась. Вот здесь река родилась. На дне этого колодца бьет ключ, которому предстоит превратиться в одну из величайших рек мира. Смотрите, совсем крохотный ручеек. Он еще даже не подозревает, что его впереди ждет. Города, мосты, плотины, водохранилища и в самом конце Каспийское море. Кстати, некоторые ученые, вполне серьезные гидрологи, утверждают, что Волга не впадает в Каспийское море. Мы во время нашего путешествия обязательно проверим эту версию. Для нашей страны Волга не просто река. Она со всеми своими притоками, как кровеносная система России. Она питает, она несет жизнь. Когда Русь была еще раздроблена, то и Волга частью была в одном княжестве, частью в другом, частью в ханстве. И только когда и Казань, и Астрахань были присоединены к России, и вся Волга оказалась на территории одной страны, вот с этого момента мы говорим о едином государстве российском. Их судьбы, реки и страны, тесно переплетены. В этом знаковом для России месте, конечно, побывали многие знаменитости. Островский, Шишкин и известный фотограф начала 20 века Прокудин-Горский. Вот на его снимке исток Волги выглядит вот так. Этот талантливый человек, ученик Менделеева, еще в XIX веке разработал технологию цветной фотографии. В 1909 году он по заказу Николая II отправляется в длительную экспедицию с целью запечатлеть основные достопримечательности России. В том числе фотохудожник проехал от истока Волги до Твери, то есть наши маршруты с ним совпадают. Так что мы можем сравнить, как выглядели эти места 100 с лишним лет назад и сегодня. Смотрите, длина Волги 3690 километров. Насколько это много? Давайте проведем мысленный эксперимент. Представьте, что эта веревка длиной 3690 километров. И если мы один конец закрепим на истоке Волги, а другой распутаем, например, на восток, то она достанет до самой Тывы. Ну, если вы плохо представляете, где это, давайте распутаем на юг. И тогда наша веревка достанет до Шарм-эль-Шейха в Египте. Представили? Вот такая наша Волга. Считается, что вода от истока до устья проходит за 37 дней. То есть, если мы опустим сюда кораблик, через 37 дней он будет в Каспийском море. Проверим? У меня и кораблик с собой. Итак, научный эксперимент. Давай. Отсчет пошел. День первый. На картах 14, 15, 16 веков исток Волги вообще не обозначен. Она просто вытекает из больших озер. Но в 1549 году путешественник Сигизмунд Герберштейн написал: нет, Волга не вытекает из озер, а впадает в них. И только в 18 веке на карте Тверской губернии появилась точка, точное место – исток Волги. На Валдайской возвышенности берут начало 4 реки – Волга, Западная Двина, Днепр и Ловать. Чугунный крест с символическим изображением этих великих рек установлен здесь, в крошечной часовне у истока Волги, рядом с величественным Преображенским храмом. Первый мужской монастырь возник здесь еще при царе Алексее Михайловиче, но в 18 веке он сгорел дотла и больше никогда не восстанавливался. А в 1912 году построили Спасо-Преображенский храм, вот где мы с вами сейчас находимся, и основан женский Волговерховский монастырь Святой Равноапостольной княгини Ольги. Ну, как водится, большевики монастырь закрыли, в храме разместили конюшню, и снова монахини появились здесь только в 1999 году.
приезжают, туристы и паломники приезжают к нам в летнее время. А 9 месяцев в году мы здесь находимся одни. По-настоящему это действительно какое-то такое монашеское уединенное место. Каждый год в конце мая приезжает духовенство во главе с митрополитом Виктором. Вот, освещается Волга, и уже вода идет освещенная вот с самого-самого истока. И вот прямо от истока, да, вход движется, да? Да. Грандиозное зрелище, наверное. Заканчивается Колязни, и, конечно, есть такие задумки, проекты, чтобы крестный ход был до самой Астрахани. До самой, да, по всей Волге. Вот, примерно тем маршрутом, которым мы сейчас движемся с нашей экспедицией как раз, да. Надеемся тоже когда-нибудь оказаться в Астрахани. Первые насельницы Ольгинского монастыря, они были взяты из монастыря Вышней Волочки, из Казанского женского монастыря. Да, они приехали в числе 10 человек сюда, и здесь началась монашеская община. Между двумя храмами находится трапезная. Это первое здание, которое было построено 100 лет назад. И через 100 лет назад сейчас были откопаны старые фундаменты, и мы предполагаем, что это как раз уже будет первое здание, которое будет восстановлено. Да, вот именно с него здесь, на исторической территории, будет образована монашеская жизнь. В храм в честь Преображения Господня он строился целых 18 лет. Но, к сожалению, он никогда не был расписан. Было такое желание расписать храм именно святыми отпрысками от равноапостольной княгини Ольги. Так как княгиня Ольга это является первой русской святой, и вот династия, потом мученики Борис и Глеб, князь Владимир, креститель Руси, очень много святых, и именно потомки, вот потомки равноапостольной Ольги. Ближайший районный центр находится у нас 70 километров от монастыря. В Осташкове, да? Да, в Осташкове. И были такие случаи, когда мы выезжали утром в магазин в Осташков, а вечером мы уже не могли вернуться, Дороги нет, потому что дороги нет. Как ручей превращается в реку? Благодаря притокам. В Волге 200 с лишним притоков. Они привносят в нее силу, мощь, энергию. Вот видите, красно-коричневая торфяная волжская вода смешивается с прозрачной водой притока. Это самый первый приток Волги, называется Персиянка. И могучей рукою обнял Персиянки. Волга не просто одна из крупнейших рек на Земле. Это самая длинная река в Европе. Она протекает по 15 областям и республикам. Бассейн Волги – это треть европейской территории России. На ее берегах стоят 4 города-миллионника. Благодаря системе каналов Волга соединяется с Балтийским, Белым, Азовским и Черным морями. В 20 веке на Волге построено 8 электростанций. А из рек внутреннего стока, то есть не впадающих в мировой океан, Волга – самая крупная в мире. А сейчас, друзья, я вам покажу грандиознейшее гидротехническое сооружение. Вы такого в жизни не видели. Готовьтесь. Сейчас. Смотрите. Вот оно. А? Каково? Не впечатляет? Нет, вы не поняли. Это первый мост на Волге. Пускай не самый красивый, зато самый первый. И таких еще будет несколько сотен. В самом начале своего пути Волга протекает через два озера – Малые Верхиты и Большие Верхиты.
На фотографиях Прокудина-Горского жизнь кипит на этих озерах. Рыбаки тянут неводы, пастухи гонят стада. Но сегодня к этим озерам пути нет. Берега их превратились в сплошные болота, и даже местные жители не знают секретных тропок. Грустно. Но Верхиты мы смогли увидеть только с высоты. Волга, она же не всегда называлась Волгой. Римские историки Клавдий Птолемей и Марцелин пишут «река Ра». Это можно перевести как «щедрая». Феофан-исповедник называет ее величайшей из рек Адель. Адель, Эдель, Этель, Этиль – это все арабские, тюркские названия Волги. Ну и в повести временных лет наконец пишется «течет река Волга и втечет в море Хвалийское». Славянское название Волга происходит от слова «волглы» – влага. То есть Волга – это вода. Фу. Коварные бобры со своими плотинами погубили мое утлое суденышко. Погибла лодочка. Но пешком идти недолго. Здесь Волга впадает в Верхневолжские озера. Дальше русло расширяется. Будем передвигаться на моторной лодке. Экспедиция продолжается. Так бы Волга и текла узким ручейком, если бы не Верхневолжские озера. Здесь берега расступаются вширь и начинается большая вода. Первое из 4 озер называется Стерж. Вроде бы это переводится как узкая, но довольно широкая на самом деле. Есть другая версия, будто сверху видно, как Волга нанизывает на себя озеро, как стержень. Отсюда и название. Есть совсем экзотические версии, будто слово «стерж», если прочитать с конца, получается «жрец». Да я не знаю, мне на самом деле все равно, какая из этих версий правильная. Главное, что красота здесь неописуемая. В русских традициях было ставить кресты не только на храмах и погостах. Были кресты обетные, охранные, поклонные. Некоторые обозначали границы владений, другие служили даже навигационными знаками. Вот такой крест был поставлен здесь в 1133 году новгородским посадником Иваном Павловичем. Видите, на впадении реки Волга в озеро Стерж.
Сделан он был из цельного камня, весил 57 пудов, это почти тонна, и высотой был 2 аршина 5 вершков. Так что видно было его издалека всем проплывающим судам. Но вот смотрите, человек же, в принципе, существо сухопутное. У нас же нет перепонок на пальцах, и жабры отсутствуют. Мы прямоходящие, а не водоплавающие. Вопрос, а почему тогда нас так тянет к воде? Все дело в том, что река – это всегда источник жизни. Во-первых, пресная вода. Для людей, для скотины. Поэтому издавна и издревле люди селились около реки. Во-вторых, это источник пищи. Рыба, раки, потом дикие животные приходят на водопой. Источник энергии. Строили запруды, делали водяные мельницы, правильно? Потом оборона. На высоком берегу построят город, а с 3 сторон вода. Неприятель уже не может проникнуть. То есть безопасность. Это ж не все. Транспорт. Первые дороги в мире – это были реки. По рекам шла торговля, по рекам шли путешественники. Источник воды, источник пищи, источник энергии. Вопросы безопасности решала река, да еще и была транспортной магистралью. Река – это жизнь. Вот почему нас так тянет к воде. И вот, кстати, насчет источника пищи. Мы сейчас движемся к южной оконечности озера Стерж. И скоро окажемся в месте, где я очень и очень хотел побывать. Но больше не буду ничего говорить. Смотрите сами. Наше путешествие по Великой Русской реке, по сути, только началось. Впереди еще много километров и дней пути, много встреч и впечатлений. Но мы поставили цель. И обязательно доберемся до устья. А вы с нами?